Hey everybody. So the video that you're about to watch is an interview that I've recorded with one of the teams that qualified for the PGL Major. Since it is in Russian, I highly recommend to turn on the English subs. Now, with this message being out, sit down, relax, and enjoy the video. Привет всем! Так как мажор начнется уже совсем скоро, Хал ТВ хочет ознакомить всех своих читателей и зрителей со всеми командами и игроками, которых мы увидим на самом главном турнире года. И у меня, конечно, нету ни малейшей доли сомнения в том, что мы могли бы вообще записать это интервью на английском языке, но на русском ребята смогут передать все свои эмоции гораздо лучше, и плюс они дадут более открытые ответы. Так что сегодня со мной в виртуальных гостях тут Хуч и Эллен из команды Entropic. Ребята, сразу же начну с того, что поздравляю. Вот молодцы, красавцы. Ну вот просто... Вот, Спасибо, Спасибо спасибо. большое. да, следить за вашим прогрессом — это реально одно удовольствие. Вы реально большие молодцы. Знаете, была бы у меня сейчас шляпа, я бы ее сначала надела, потом бы сняла. Так что единственное, что могу сделать, это похлопать. Ну вот, молодцы. Спасибо, спасибо. Очень приятно. Привет, привет всем зрителям HLTV, кто будет смотреть это интервью. Спасибо. Мгм. Но ситуация такая, то есть сейчас вашу команду поддерживает чешская организация Entropic, но так было не всегда. Вот в конце марта этого года вы объявили о том, что ваш состав больше не будет выступать под тегом Winstrike, да? Я думаю, нету смысла очередной раз рассусоливать на тему, что, почему и как, так как это уже произошло 7 месяцев назад, но, к сожалению, ваши приключения с безответственными организациями в тот период как-то не закончились. После Винстрайка вас пыталась подписать еще одна команда, и они даже вас торопили отправить им контракты, и после того, как вы это сделали, они сказали, что, мол, сорян, ребята, денег нету, и все. Но после этого всего вы выиграли ECA премьер-лигу, и в интервью ты, Хуч, сказал, что вы все еще в поисках организации, что вы быстро прогрессирующая команда с амбициями, что у вас нету высоких запросов, и все, что вы хотите, это найти дом, в котором вы могли бы расти и развиваться. Вот Все так. прошло уже 5 месяцев с того момента, как вы подписали контракт с Entropic. В этой организации вы наконец-то чувствуете себя как дома? Лёх, ответь теперь на вопрос. Ну, все устраивает, никаких проблем нету, никаких, я не знаю, какого-то дискомфорта и так далее. Нас организация поддерживает, поэтому все хорошо. Вот буткэмп, сидим, играем, вообще все прекрасно. Мгм. А Ну, как? вообще, это большое счастье для нас, то, что мы нашли такую организацию, и то, что те организации, с которыми мы потенциально могли подписать контракты, не сложилось все это, поэтому это просто удача. На данном этапе у нас есть все для того, чтобы развиваться, становиться командой еще Мгм. высокого уровня, поэтому мы просто кайфуем об Энтропик. Отлично. Ну, такое слышать только одна радость. Скажу честно, мне Энтропик симпатичный как организация не только из-за того, что они решили вас подписать, но также из-за того, что они не дропнули свой первоначальный состав. Они все еще поддерживают свою вот локальную сцену. Какое вообще отношение между двумя командами? Вы как-то друг другу помогаете или вот вы две абсолютно независимые команды? Ну, во-первых, Энтропик чешская организация, да, для них важно, чтобы они развивали чешскую сцену, но также им нужно было развитие себя на мировой сцене. Поэтому они заинтересовались в нас. По поводу отношений между двумя коллективами, не могу сказать, что они прям близкие, мы, бывает, иногда играем с ними в практис-матче, вот, но, скорее всего, это обусловлено тем, что мы просто не знакомы с друг другом, и мы планировали то, что мы поедем в Прагу, проведем там тренировочные сессии вместе с ними, но, к сожалению, вот, коронавирусная ситуация эти планы остановила. Поэтому, ну, мы, конечно же, заинтересованы в общении с Entropic Prague и очень ждем, когда ковид ослабнет, и мы сможем поехать в нашу резиденцию Entropic. М. Просто одна из причин, почему я это спрашиваю, это из-за того, что вот Реджин, который бывший тренер Малсов, он сейчас работает в качестве аналитика для чешской команды, и я вот не уверена, допустим, насколько вот он может быть как-то замешан с командой, вот которая сейчас вот вы вот едете на мажор. Так что я предполагаю, что от него вы никакой помощи в Вообще данный момент не никак. получаете. Ну, хорошо. Ну, у нас просто есть штатный аналитик, Мгм. вот, Сома. Вы, Сома, да. вы сами самостоятельные, вам никакой помощи не Да, но он, нужно. на самом деле, он предложил помощь, то есть, может быть, я обращусь к нему на данном этапе, я думаю, то, что сложно готовиться в плане какой-то аналитики, потому что очень много команд, с которыми потенциально можно сыграть, да, и в первую очередь нужно сделать акцент на подготовку своих Мгм, сил, мгм. своих игр, как бы, вот. Да. Поэтому
Поэтому просто, конечно, нам интересно будет познакомиться, но пока это максимум ограничивается практис-матчами. Мгм. Понятно. Ну, вообще, главная причина, почему мы как бы тут собрались, это, конечно же, мажор, так как, несмотря на то, что команда немножко изменилась, и вы потеряли все очки, которые вы набрали в 2020 году, и несмотря на то, что на втором РМР этого года, где только топ-5 получали очки, вы заняли шестое место, вам все же удалось дожать и набрать нужное количество чтобы гарантировать себе поездку в Стокгольм. Вот для Хуча это уже и как бы не первый мажор, для Форестера и Крада это уже будет второй. А вот для остальных это будет что-то новенькое. Вот Никелбека мы видели на минорах, мне кажется, как минимум трижды. А вот ты, Элиан, и твой сокомандный Лаки, вы вот вроде бы дальше открытых и закрытых квалов вроде никуда не проходили. Что, чисто технически вы попали на один минор, но в итоге никогда не произошел, потому что это был который Рио и ковид и все такое. Элен, лично тебе какая система больше нравится? Вот предыдущая с минорами или вот нынешняя с аромарами? Ну, мне кажется, система РМРов более какая-то честная, потому что это все решается не только на одной квале, не только на одном турнире, а несколько таких турниров. Но есть огромный косяк в проведении этих РМРов, ну, потому что та система, которая была вот на последнем РМРе, где команды играют Тайбрейкеры? вообще непонятно что, у всех нервы, и по факту там любая ошибка, любой какой-то там гранату, которую не попали, любой фраг, который вы не дали, решает просто, едете вы на мажор или нет. Это, ну, как-то, мне кажется, не очень правильно, поэтому в целом РМР система лучше, но то, как это все было устроено, мне кажется, это неправильно. Мгм. Ну да, играть на тайбрейкеры за место на мажоре — это не самый, наверное, лучший экспириенс, но вы смогли, у вас получилось. Вот вообще, что вы думаете по поводу вообще распределения слотов? Вот Европы 11, у Америки 5, у СНГ тоже 5. Вот плюс вдобавок у Европы и у Америки 3 легендарных слота, а вот у вашего региона только 2. Вот СНГ-регион всегда имел несколько хороших команд, ну вот начиная с 2020 года их количество и качество значительно улучшилось, и вот вообще в данный момент топ-2 команды ХЛТВ — это Нави и Гамбиты. Как думаете, следует ли Valve сделать какие-то изменения для следующего мажора? Я думаю, то, что, во-первых, в первую очередь, распределение обусловлено тем, что а, слоты раздавались в начале 2020 года. Насколько я помню, топ-1 мира тогда были ЕГЭ, и поэтому, то есть судить об актуальности этих слотов сейчас очень сложно, потому что прошел большой период времени, да, то есть почти там, 1,5 года. Вот. И мне кажется, конечно, стоит пересматривать количество слотов. Ну, допустим, по Европе не очень правильно, что у них 11 команд и всего лишь трое попадают в легенды. У Америки 5 и трое в легенду. То есть по поводу самой системы тоже, да, Леша сказал, что не очень правильно. Мне тоже она не особо нравится, потому что количество очков на разных РМРах разное, количество призовых мест тоже разное, то есть определенный хаос, нет понимания того, как это все происходит. Кто решает, какое количество поинтов, какое количество будет призовых мест, сколько будет команд приглашенных. Поэтому не очень понятно, в принципе. Но мне кажется, система стоит пересмотра, но я не стал бы ее критиковать, потому что прошел очень большой период времени, и очень сложно в таких условиях было сделать адекватно. Поэтому я просто надеюсь на будущее, то, что будут очки учитываться, количество команд, исходя из современной ситуации, да, то есть сколько команд находится в топе. Допустим, СНГ регион находится в топе, значит, мы заслуживаем больше коучей. Да, ну это абсолютно логично. Но, к сожалению, для вашего региона в данный момент отведено только вот 5 мест на мажоре. К счастью для вас, вы смогли собраться, разобраться и поймать, так сказать, уходящий поезд. Но вот, к примеру, если бы чисто теоретически у СНГ было бы 6 слотов, какая из не прошедших команд, по вашему мнению, заслужила больше всех получить шанс сыграть на мажоре? Заслужила. Так, а у нас не прошли, значит, получается, Форс, К-23. Кто? Немига, теоретически Ну, Акума, ну если и там. брать адекватно, да, то есть по силам команд и дистанции там за долгое время, я бы сказал Форс. Окей.
Ну, я тогда надеюсь, что у них это получится в следующий раз, а пока тем временем у вас идет полным ходом подготовка к шведскому мажору, который начнется совсем скоро. Вот в начале в интервью я уже упомянула, что после победы в ECA премьер-лиге Хуч сказал, что вы команда с амбициями. А вот насколько велики ваши амбиции, когда речь идет о мажоре? Вот вы хотите попасть в топ-16, топ-8, топ-4, или вот вы вообще планируете стать второй СНГ командой, которой удалось выиграть мажор? Ну, я думаю, типа, в общем, цели... У нас нет такого, что мы уже заранее обсуждали какие-то общие командные цели, просто у всех, наверное, в голове что-то свое, но лично мне бы хотелось просто для начала хотя бы выйти в плей-офф. Для Мгм. меня это то, чего бы я хотел. Ну, а дальше плей-офф, типа, это КС, как получится. Мгм. Дальше там уже талант, эмоции, переживания всегда, это просто их нужно играть, а не думать. А вот Видимо, Леша спал на обсуждении наших планов Так и было. на ближайший мейджор. Да, мы, в принципе, обсуждали, какие цели перед собой ставим. Но мы, естественно, для большинства команд это новый экспириенс, но, однако, мне кажется, это проблемы только могут быть в голове, если ты как-то переоценишь значимость турнира. Наша цель — выйти в плей-офф Мгм. и заявить о себе на всем мире, чтобы все Мгм. услышали, что есть такая команда Энтропик. Вот, и, в принципе, то есть получить LAN experience, потому что, ну, ребята и я не были на ланах больше 2 лет, как и многие, наверное, коллективы на этом турнире. Поэтому, в первую очередь, да, то есть хорошо сыграть и получить удовольствие от самого мероприятия. Мгм. А как вы думаете, против каких команд вам будет сложнее играть? Против западных или своего региона? Честно, без разницы абсолютно. То есть, если раньше у нас был какой-то, ну, то, что барьер от сложности, СНГ команды вообще не любят друг с другом играть, потому что я вообще считаю, то, что любой КС локальный, то есть, условно говоря, там встреча СНГ с СНГ, Америки с Америки, там она очень сильно отличается, да, там азиатский КС, когда они играют с друг другом. А когда ты играешь, ну, из разных регионов, в принципе, это не так сложно. Конечно, сейчас там мета разная может быть у команд, но я не думаю, что кто очень сильно может удивить в плане каких-то тактических подготовок, там, каких-то нереальных раундов. Поэтому, в принципе, разницы никакой нету. Разница только в моральной составляющей подходе к турниру, и все. Мгм. Мгм. Ну да. Но вот на мажор есть 24 команды, и вот вы сказали то, что вот ваш, как бы, скажем так, план минимум — это попасть на плей-оффы. А вот как вам кажется, скорее всего, какие 4 команды доберутся до топ-4? Ну, я думаю, что Нави очень важно заявить, ну, вообще они, думаю, ставят перед собой цель победу на этом турнире, да, очень, очень много на кону стоит для этой команды, хотя, в принципе, они так выиграли Гранд Слэм, но, мне кажется, амбиции команды очень высокие, и они хотят выиграть турнир, да, поэтому я ставлю, думаю, что это будет Гамбит, Нави, хм, Астралис Фейс? не, Мне кажется, Астралис стрельнут. я вообще, я люблю Астралис, хотел бы, чтобы они попали в топ-4, но не думаю, что это турнир. Давайте я поставлю еще Liquid и поставлю NiP. Нип, хорошо. Эллен, у тебя то же самое топ-4, как у Хуча, или Не, мне немножко? кажется, что, ну, понятно, Нави Гамбит. Также мне хочется верить, что Астралис стрельнут и НИП. Хорошо. Ну тогда не могу дождаться, когда уже наконец-то начнется этот мажор. Я точно единственная, так как последний был в 2019 году в Берлине. Я не буду вас больше задерживать, так что большое спасибо за все предоставленные ответы и, конечно же, желаю удачи на мажоре. Перед тем, как мы вообще все это закончим, есть ли что-то, что вы хотели бы передать своей организации или, может быть, людям, которые вас поддерживают и держат за вас кулаки? Конечно, я хотел бы поблагодарить как бы всех болельщиков, всех фанатов, которые, их на самом деле достаточно много, которые поддерживают нашу команду с самого начала, и мы следим за вами, то есть нам очень приятна ваша поддержка. Хотел бы благодарить организацию Entropic за то, что позволяет нам выступать под их цветами, то, что мы можем сконцентрироваться на самой игре и не думать ни о чем, кроме достижения нашей цели. Вот. И болейте за нас на мажоре, мы будем стараться показать хороший Counter-Strike. Эллен, ты хочешь что-то передать? Болейте за Энтропик. Все. Скромно, четко, понятно. Все. Большое спасибо, ребята. Удачи. Пожалуйста. Спасибо. Пока. Пока.